новая схема раздела мира, как тогда встречались. Но события несколько другие. Тогда все враги были побеждены, и собирались победители, и никто им не мог в мире, ни одна власть, ни одно правительство сказать «нет». Это было невозможно. Россия была тогда, Советский Союз настолько сильна, Соединенные Штаты. Поэтому ситуация несколько другая. Трамп встречается с Путиным из-за безвыходности. Он попал в очень сложную ситуацию. Он, причем попал по своей вине. У него был период, когда он мог принимать любые решения, и все бы проглотили. Он в этот момент, сразу же после его избрания, когда все Трампа боялись, когда Трамп что-то говорил, и все сразу же падали на колени, Трамп погрозил пальцем, и уже сразу стало всем страшно. Но прошло время, Трамп хватается то за одно, то за другое, то за третье. Что-то у него получается, что-то не получается, причем чаще не получается. Китай, Индия, Бразилия в страхе бы сразу же сказали, там, мы прекратим сотрудничество с Российской Федерацией, сейчас мы поддержим эти санкции. Трамп и не встречался. Это точно. Посмотрите, начали они с Индии. Почему с Индии? Потому что из троих больших государств Индия оказалась самым слабым звеном. То есть посыпалась бы Индия, остался бы Китай, Бразилия. Ну да, Россия бы все равно бы не остановилась. Все равно бы продолжала бы и военную операцию, и на ультиматумы бы не пошла, но это серьезно бы ударило по экономике. Но даже Индия, и та заколебалась. И Трамп оказался в сложной ситуации. Смотрите, он сейчас ведет вторичные санкции, и они не сработают. И кто тогда Трамп? Слабак. Да, он сделал вот этот вот ход конем. Я буду встречаться с Путиным. Но это не потому, что он добрый, хороший, любит Владимира Владимировича и душой расположен к России, хочет мира во всем мире. Не поэтому. Потому что он пытается выскочить из той ловушки, в которую его загнали. Да, еще же не забывайте ситуацию. В Конгрессе у него сложная ситуация. Там вот этот вот закон Грэма, под него есть мало того, что большинство в Конгрессе, и в нижней, и в верхней палате. У них по расчетам хватает голосов даже на преодоление вето Трампа. Ему тоже надо было с этим что-то делать. Они могут проголосовать, он введет вето, его разопнут в СМИ. И для американцев СМИ настроило население так, что им вопрос не в Зеленском и не в Украине, и не в Путине, и не в том, чтобы война продолжалась. А просто мы, Соединенные Штаты, нечего, мы должны показать этим русским, этому Путину. Вот какое настроение. И оно работает, а то, что внедряет СМИ. И Трампу с этим всем, вот с этим ворохом проблем надо было что-то делать. И он придумал этот ход. Назначить встречу не где-нибудь, а на военной базе, на закрытой территории, чтобы никто не помешал, назначить в самые короткие сроки, опять-таки для того, чтобы нельзя было через СМИ накачать ситуацию в другую сторону. Выдать какие-то противоречивые месседжи, сообщения, наделать разных заявлений, чтобы никто ничего не понимал. Поэтому я сейчас не рекомендую вообще смотреть и читать вот все, что сейчас будет публиковаться. Это все не имеет значения, это шум. И дальше есть разные варианты. Либо он все-таки прогнется, либо он начнет прогибать ситуацию под себя. Если Трамп пойдет по такому пути, то есть он договорится по Арктике, там каких-то супервыгодных проектах. Он договорится о воздушном энергетическом морском перемирии. И фронт будет... Все равно все решается на фронте. А фронт будет продолжать двигаться. И вот на волне того, что он молодец, он договорился, он продавил там и так далее,
у него будет возможность не вводить те санкции, которые никто выполнять не будет. Он выскочит из ловушки, в которую он попал. И такой вариант, с моей точки зрения, самый вероятный. Но Трамп может дрогнуть. И он может сказать, мы ни о чем не договорились, вот я ввожу санкции, и дальше неизвестно, что будет с Трампом, с мировой экономикой и вообще с очень многим чем. Вариант того, что договорят о том, что произойдет прямо вот примут там какой-то меморандум, да, примут российский меморандум, поменяются территориями, доведут до Зеленского и скажут, выводи войска с Донецкой области, и Зеленский выведет эти войска. Он тоже существует. Но он из этих трех вариантов самый маловероятный, с моей точки зрения. Я знаю, какое количество российских бизнесменов выстраивает отношения со знакомыми Трампа, с членами команды Трампа. Есть общие сделки. Хочется добывать и золото, и уран, и кучу всего делать и зарабатывать на этом. Но для этого надо, чтобы война прекратилась и санкции были сняты. Все на старте. Это тоже давит на Трампа. Поэтому плюс Китай, который очень заинтересован в том, чтобы конфликт не заканчивался. Закончится конфликт на Украине, Соединенные Штаты возьмутся за Китай. Сейчас пока он вольготно себя чувствует. И Соединенные Штаты, Трамп это понимает, о том, что у него связаны руки. У него связаны руки, не только у нас связаны руки, но и у него связаны руки. И он хочет развязаться. На самом деле Трамп ведь был сторонник доктрины Монро. Это когда Соединенные Штаты занимаются Соединенными Штатами, не занимаются всем миром, не являются мировым жандармом. Да, он пытается там как-то там помирить и там помирить, но не вкладывая денег, не затрачивая ресурсы на это. Деньги собирать Соединенные Штаты для того, чтобы совершить технологический рывок, переход на новый технологический уровень, ввести искусственный интеллект, новые системы управления, и за счет этого потом стать опять фигурой номер один. Они понимают, что для того, чтобы, вот как змея, перед тем, как укусить, она должна голову отвести назад. Или когда прыгун прыгает, он должен присесть и потом прыгнуть.